На одной аккаунтере две девчонки забивают все цифры вручную, не используя никакие шрифты. Первый отель, который не имеет ни холодильника, ни фена. This one? Так, мы покидаем резорт Plantation Bay. Едем сейчас в город Каркар. Это такой маленький город, находится за Сибу, типа маленького села. У нас по планам посетить там школу и посетить детей, которых время от времени, ну, по возможности я пытаюсь каждый год подготовить какие-нибудь подарки им, потому что все это праздник Крисмас. И в прошлом году после урагана у нас у них здесь полностью весь Сибу был снесен, и очень бедные люди, они остались без жилья, даже несмотря на то, что они жили до этого тоже в таких шалашах. Поэтому чуть-чуть мы так помогли, чтобы они могли купить стройматериалы и построить хоть какое-то примитивное такое жилище для себя. Поэтому сейчас мы едем туда навестить и детей, и вот эти семьи. Мы помогли построить где-то 10 домов, поэтому по возможности будем навещать эти дома, посмотреть, как они живут, что им удалось построить на ту маленькую сумму, которую мы отправляли. Сейчас мы находимся в молле. Завтра с утра мы будем шопиться для семей, которых мы будем посещать. Есть несколько домов, в которых нету ни воды, ни электричества, поэтому решили посмотреть, что можно для них купить. Как я сказал ранее, мы возьмем солнечные панели, свет. Некоторые хотели взять газовые плитки, которые заполняются газовыми баллонками, но местные посоветовали, сказали, что те семьи, которые мы будем посещать, они даже не смогут купить газовые баллоны для них. Поэтому такие вещи не стоит брать, они все равно будут готовиться это все на кострах. По продуктам будем делать крисмасские подарки в виде каких-нибудь пакетов с продовольствием, чтобы семьи могли праздновать Крисмас. Некоторым домам, я так присмотрел, те дома, у кого мы найдем электричество, возьмем вентиляторы, потому что здесь на Филиппинах очень жарко, и они не в состоянии, они не могут взять. Молл у нас выглядит вот так. Это получается сельский молл. Завтра, наверное, дети наши намучаются, потому что в прошлый раз, когда мы приезжали, они ходили с нами целый день, пока мы собирали разные продукты для семей.
По ценникам, так. По ценникам даже не знаю, с чем сравнивать. Ну, допустим, игрушка стоит 599, это где-то около так, $8. Это интересно, что такое. Он наподобие наволочек, что ли. Это у нас стоит. Да, Queen Bed. Стоит 100 песо. Около $2. Ужинаем в Какар Экофарм ресторане. Здесь цены довольно-таки приемлемые, потому что мы находимся в поселке. Смотрите, вот такое блюдо с жареной свининой, это типа лечона, с рисом. Это обходится где-то чуть больше $4. Вот такое блюдо с жареной свининой, тоже около $4. Напиток он вообще стоит копейки, 40 центов. Кока-кола. Паста карбонара на одного человека, она у нас тоже стоит около $4. Когда мы кушали в городе, это было как минимум в 2 раза дороже, если не в 3. Кушаем мы в ресторане, потому что сначала заказали в комнату. В комнате набежала куча муравьев, поэтому, чтобы муравьев не было, пришлось выйти сюда, кормить этих, комаров, потому что комаров здесь много. Здесь расположено все в такой местности, где очень много зелени, очень много воды, короче, болото, поэтому комаров много. Короче, всю ночь пели петухи, я не знаю, по-моему, с 3 утра. На данный момент 6 утра, а здесь уже начался движ. Слышно или нет, короче, вся деревня проснулась. Все что-то делают. Люди даже, по-моему, стали уже купаться. Здесь с утра, с 6 утра уже было очень шумно. Оказывается, они проводят здесь празднование свадьбы. Видите, жених с невестой в свадебном платье. Соответственно, гости. Я думал, что за шум гам с 6 утра? То не, оказывается, утром происходит. Подожди, на упаковке. Эти тоже все нафуфыренные. Так, в общем, мы меняем комнату. Первая причина, потому что мало места для детей. Есть еще пару причин. Здесь толчок, он ходит ходуном, его приподнять нельзя, чтобы сходить по-маленькому. Этот душ надо принимать только в стиле терминатор, то есть сидя, чтобы ничего здесь не разбрызгалось. Зеркала здесь нет. И это единственный отель, где нету фена и холодильника. Смотрим дальше. Раз, штора. Такого же размера. Еще одна шторка. Дальше такого же размера. Только темного цвета. Третья шторка. И, соответственно, здесь тоже повторяется. 4-я шторка. 5-я шторка. И 6-я шторка. 6 занавесок на одном окне. Так, в общем, мы решили переселиться в Sweet Room. Там небольшая разница, буквально $30. Но здесь будет побольше места для детей. Потому что если мы здесь остаемся на 4 дня, в одной комнате им будет очень тесно, и они будут сходить с ума уже. Поэтому Sweet Room выглядит вот так. Здесь у него типа маленькой гостиной. Гостиная с телевизором. Здесь у них есть отдельный стол, где можно кушать, потому что мы кушаем в ресторане, нас покусали комары, поэтому думаем, если что, таскать еду лучше сюда, здесь кушать.
Здесь есть такой прикол. Вот есть маленькая кухонка, но нету холодильника. Холодильника нет ни в одной из комнат. Как я говорил, это первый отель, который не имеет ни холодильника, ни фена. Зато, смотрите, у них есть вытяжка, а самой плиты нету. Это вот такой парадокс. Зачем вытяжка без плиты? Так, непонятно. Дальше мы попросили дополнительный матрас, потому что так как это suite room, это получается для новобрачных, здесь всего одна кровать. Нам нужен будет дополнительный матрас, за него отдельно нужно проплачивать $10. Здесь видно, что была ниша для холодильника, но холодильника нет. Считается спальней молодоженов. Кровать я сначала посмотрел, думал, о, хорошо, это king, тогда троем мы поместимся, а сейчас стал замерять, это, оказывается, queen. То есть троем будет довольно-таки тесно. Но зато здесь туалет не со стеклянной дверью. Здесь хоть можно закрыться, чтобы не было видно. Здесь, к удивлению, есть зеркало. И главное отличие, здесь есть душевая кабина. Она разделяется вот такой перегородкой. Почему такую перегородку бы не сделать там, где мы останавливаемся, тоже непонятно. Это тоже сделано из контейнеров. Если посмотреть, вот эта перегородка, судя по всему, там один контейнер-блок идет, здесь второй блок. Комната, она вышла в $90 и отдельно $10 за матрас. Это получается где-то около $100. Плюс, так как это комната для двоих, поэтому завтраков предоставлено только 2. Так как мы взяли дополнительный матрас, дали еще один завтрак. Отдельно за завтрак нужно доплачивать. Но мы вроде бы договорились, сказали, что сделают дисконт. Так, сейчас мы приехали за продуктами. Мы сняли вот такой маленький джипни. Сейчас покажу, как он выглядит снаружи. Это вот такая маленькая будка на колесиках. Такая нам обошлась, так, это 750 песо в день. Аренда его, потом бензин отдельно и за водителя 500 песо в день. Сейчас мы нашли вот такие вентиляторы. Их можно подвесить. Они вот так выглядят. Только взяли пока 4 штуки, потому что неизвестно, сколько людей имеет вообще доступ к розетке. Потому что они говорят, что во многих домах нет розеток. Мы взяли одежду для нескольких детей. Потом для тех домов, которые будем посещать, взяли такое первое необходимое, где они будут жарить и все такое. Для подарков для студентов в школе хотели взять вот такие мешки, наполнить конфетами, а мешков нету достаточное количество, поэтому будем делать чуть поменьше мешки с конфетами и отдельно какой-нибудь тот подарок, который они хотят. Наши детки уже устали стоять, потому что здесь одна очередь, и она никуда не двигается. Потому что каждого клиента они, получается, полностью упаковывают, помогают, поэтому занимает очень много времени. Лучше бы всех отпустили, дали бы коробки, чтобы все сами упаковались. Так, я разобрался, почему здесь очередь, потому что у них сканер не работает, у ребят, и они каждый продукт, вот сейчас все эти продукты нам нужно будет забивать, они по одной тарелке, получается, забивают штрих-код, поэтому занимает так много времени. Короче, здесь все филиппинцы сейчас на нас смотрят, потому что из-за них очень долго идет линия. Только на нас они уже где-то 30 минут тратят время. По-моему, они нас проклинают.
А они считают буквально вот две каунтеры стоят. Одна каунтер не работает. На одной каунтере две девчонки забивают все цифры вручную, не используя никакие шрифты. Опять мы застряли где-то на 30 минут, уже на второй кассе, потому что в этот раз она вроде бы работает быстрее, но она пересчитывает каждую конфетку, а у нас вот все эти тележки наши, все эти помощники тоже наши. Еще пару тележек осталось. Это для детей сладости будут. Это у нас Ванесса, это у нас тоже помогает преподаватель, это Мишель. Короче, мы загрузились. Вот у нас полный автобус. Не знаю, место будет сесть или нет для нас теперь. Рейса взяли побольше, потому что в тот раз рейса было мало. О, tire. Здесь много таких. Называется джипни. Здесь перед входом в магазин люди оставляют все свои вещи вместе со своими касками. Можете посмотреть. Потому что многие приезжают на своих мотоциклах. Оставляют все свои багажи, берут номерки, точно так же, как и в театрах. И после этого только могут зайти в сам магазин. И опять же таки в магазинах перед каждым входом стоят охранники. Ну-ка посмотрим, они тоже вооружены или с огурцами стоят. А, в кобуре ничего нету. Сейчас мы подготовили вот типа таких подарков. Это для тех домов, которые мы помогли построить, чтобы они могли иметь ужин на Крисмас. Потом все остальное, это мы будем готовить для детей. Это у них вентиляторы вот такие. Винты продают отдельно, вентиляторы такие продают отдельно, моторчики. Так, наша вторая ходка. Уже без детей. Только Мишелька. Уже помощников меньше стало. Глянем, как у них выглядит туалет. У них у всех стоят толчки. Удивительно, да? Толчки они заливают водой. У них вот такая шторка, чтобы закрыться от посторонних глаз. Для входа в молл обязательно нужна маска. Стоит охранник,
просит всех надеть маски. Притом, как только проходишь охранника, можно снять маску. Внутри магазина люди ходят без маски. Соответственно, смысл в этой маске вообще никакой. Сейчас посмотрим. Сейчас проходим. Они даже не обратили внимания. Ну, даже не обратили внимания на меня. А к филиппинцам пристают. Вот, внутри магазина люди масками все равно не пользуются. Зачем стоять охраннику перед входом и просить всех надеть маски, если они все равно снимают внутри магазина? Сейчас у нас остались несколько вентиляторов. Мы хотим обратно сдать, так как у нас есть реситы. Но они не хотят принимать. Они говорят, что сдать вентиляторы даже не нужны, потому что мы их купили много. Ведь если даже не нужны будут вентиляторы, сдать нельзя. Сдаются только в том случае, если с вентилятором что-то случилось. А мы хотим поменять на другую продукцию здесь. Сейчас мы находимся в Jollibee. Мы будем заказывать 45 порций. Это для одного класса. Потому что они на Christmas попросили фастфуд, короче. Это филиппинский франчайз наподобие Макдональдса. Они не так часто кушают эту еду, поэтому просили на Christmas. Все единогласно проголосовали за Jollibee. Поэтому будем заказывать для них 45 сетов. Сегодня делаем заказ заранее, чтобы они успели подготовить и завтра привезти в школу на обед. Потому что обед они сами должны покупать. Так, сейчас у нас 9:30. Мы быстро завтракаем. Сегодня у нас по плану поехать в школу, навестить школу. Надо успеть до обеда, потому что они будут... Мы подготовили для них обед. Они обедают аж в 11 часов. Так, мы приехали в молл. Сегодня здесь у нас последний день. Завтра будет последний день. Сегодня мы посмотрели там в школе, в классе. У нее нету диспенсера. Это такая штука, в которую вставляется бутыль с водой, чтобы дети могли пить воду. И дети попросили туфли. Так, сейчас мы, короче, подбираем обувь для детей. Размеров не знаем. Не знаем. Вот такие картинки. Так, все, закупились. Взяли вот обувь. Так,
Мы стоим уже 20 минут. 이 구멍 보면 이거 Чего-то нас на кассе не пропускают. Пока мы стоим, покажу, сколько пыли здесь. Здесь на каждом предмете куча пыли. Поэтому, когда берешь какую-то вещь, руки прям после пару коробок они становятся черные. Остановились на перерыв. Здесь и продается вот этот картофель, только френч фрайс. 아 맛없어요. Но дети любят френч фрайс, поэтому здесь ничего другого не продается в этом прилавке, 자 이거는 자, только картофель. 네, 네, 이거. Это как раз то, что дети любят. Это первый раз, когда дети наелись жареной картошкой и больше уже есть не хотят. Сейчас звучит сирена. Слышите, нет? По городу. Как будто военная тревога. Оказывается, здесь как только 5 часов, так как у многих людей вроде как нету часов. Не слышно? В общем, это оповещение о том, что сейчас 5 часов в городе. 자기 어디 앉아? На те. Сейчас мы загрузились, будем ехать вот на таком трехколесном байке. Здесь это 4 дня. Вот эта штука, она как стоит, она так и стоит 4 дня. Мы доехали на мотоцикле. Вот такая моя рука, вся в ржавчине, потому что мне пришлось держаться за поручни, которых в принципе так и нету. Can leave, yeah?